Итак, я был неправ насчет XRP. И нет, это не трюк, чтобы привлечь внимание. Я на самом деле ошибся насчет XRP. Я обещал, что если я буду неправ, то признаю это. И вот я здесь. Сейчас я признаю, что кое в чем ошибся. Но давайте также согласимся, что я был и прав. Почти все, что я говорил о XRP последние несколько лет, было правдой. Основываясь на этом, я дам вам свой новый прогноз по XRP в конце видео. Так что досмотрите его до конца, потому что там есть предупреждение для держателей XRP. И если вы относитесь к ним, то вам следует его услышать. С вами Крипто.ру, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, почему был неправ насчет XRP. И объясняет почему. Не переключайтесь. Итак, начнем. Почему же я снимаю видео по поводу того, что я ошибся насчет XRP? Есть две причины. Первая. Я говорил во многих видео, что если я в чем-нибудь ошибусь насчет XRP или Ripple, я это признаю. Потому что я мужчина, и мужчины так должны делать. Вторая причина очевидна – просмотры. По понятным причинам сейчас много ищут про XRP. Люди вбивают Ripple XRP в поисковики. А это значит, что видео про XRP чаще попадаются в результатах поиска. Делаю ли я это видео для просмотров? Да, я ютубер. Я здесь ради просмотров, а не для анонимности. Ладно, к сути. Я ошибся по поводу XRP и хочу поговорить об этом сегодня. Но перед этим я хочу немного поговорить о том, в чем я был прав, чтобы у вас был контекст. Первое. Я говорил вам продавать XRP перед тем, как ими занялась SEC. Я владелец XRP в 2017 году. Я получил прибыль и вывел начальное вложение. Я много заработал на XRP, поскольку начал продавать на верхах. Но я держал немного денег. Когда я смотрел на графики и технический анализ, я видел, что XRP тормозился около 70-72 центов. Он тормозился, и цена опускалась вниз. Я это видел на протяжении долгого времени, и продавать весь XRP было логичным решением, поскольку так вы можете вложиться в другие активы. Держать актив, который никуда не движется или который тормозит, это не выход. Вы на нем не заработаете, лишь упустите выгоду. Я советовал людям вкладываться в DeFi и Cardano, которые хорошо себя показали. Второе. Я говорил, что судебный процесс против SEC займет несколько лет. Мне говорили, нет, все решится за несколько недель, может месяцев, вот увидишь. Ха-ха-ха, это все дерьмо. А я, нет, в лучшем случае это займет несколько лет. И так и получилось. Оно все еще длится. Третье, четвертое и пятое вещи, насчет которых я был прав, это то, что XRP не вырастет до 10 тысяч долларов. Много людей так считали. Каждый раз казалось, что вот сейчас наступит момент, а потом еще, что она вырастет через год. Но это ожидание продолжается. Это как с концом света. Каждые 12 лет нам говорят, что он наступит через 12 лет. Я говорил, как только XRP снова появится на биржах, и когда дело решится в пользу XRP, в пользу Ripple, то цена вырастет до $1. Затем снова опустится. Мы перепроверим $1 и посмотрим, если пробьем эту планку. Я дал свой прогноз цены, о котором расскажу позже. Люди считали это смешным, но именно так и произошло. Цена не выросла до 10 тысяч долларов, 25 тысяч, 50 тысяч, $1000. И что там еще наобещали инфлюенсеры в интернете. И я говорил, не бойтесь, у нас есть время собрать XRP, даже если цена вырастет. Мы сможем купить монету, когда цена вновь опустится. Точка входа будет лучше, не будет упрощенной выгоды. Короче, больше не буду перечислять, в чем я был прав насчет XRP, потому что список будет длинным. В этом видео я не буду на этом зацикливаться. Это видео про то, в чем я ошибался. Давайте перейдем к этому. Если вы хотите знать мое мнение по поводу XRP и того, что с ней случится, посмотрите видео по ссылке здесь и в описании, после того, как посмотрите этот ролик. Итак, перенесемся в сегодняшний день. Мы видим, что XRP выиграла судебный процесс у SEC. По крайней мере, люди так говорят, но это не совсем так.
XRP и Ripple выиграла у SEC в плане продаж на вторичных рынках. Это значит, что XRP может продаваться на биржах, и что это не ценная бумага. Это большая победа, все отлично и хорошо для всего рынка криптовалют, но люди не говорят, что это полубеда. В плане продаж незарегистрированных ценных бумаг институциональным инвесторам и инвесторам XRP проиграла SEC. Чтобы вы понимали, любая продажа токенов для получения прибыли относит их к ценным бумагам. Это относится к XRP и другим криптопроектам. Возможно, к 98% криптовалют. Это нехорошо. Мы видим, что SEC подала апелляцию на решение судьи Торрес не признавать XRP ценной бумагой. Это очень важно. Они выиграли другое дело, и у них есть шанс выиграть эту апелляцию. Инфлюенсеры говорят, что они проиграют. Но знаете, шансы у них есть. И их победа будет очень плохим знаком для Ripple. И крайне плохим событием для криптовалют в целом. Привычные нам вещи изменятся. Так что надеемся, что они проиграют. Мы на стороне Ripple. Это разбирательство займет еще несколько лет. Конгресс, вероятно, примет законодательство относительно XRP и криптовалют в целом до того, как оно завершится. Посмотрим, что произойдет. Итак, в чем я был неправ насчет XRP и Ripple? Очень просто. Я говорил, что даже если XRP выиграет в суде, пройдет некоторое время перед тем, как биржи начнут добавлять монету. Я думал, что пройдет несколько дней или недель, однако она почти сразу появилась на Coinbase, Kraken и некоторых других биржах. Это случилось из-за решения по поводу вторичной торговли ценными бумагами на биржах. Оно послужило зеленым сигналом. Я думал, что перед этим биржи захотят получить разъяснение. И я ошибся. Я не думал, что криптобиржи так быстро вернут что-то без четкого разъяснения. Но это моя ошибка. Я забыл, что жадность и стремление зарабатывать деньги так сильно владеют биржами и всеми остальными. Я не говорю, что это плохо. Вся мировая экономика построена на этом. Вы видите все эти кричащие заголовки про то, что XRP выиграла процесс у SEC. Что это не ценная бумага. А от кого они исходят? От таких же, как я, блогеров и ютуберов? Нет, они исходят от бирж. Биржи и люди, получающие прибыль, создают эти статьи, платят за эти статьи, и благодаря комиссии они получают прибыль. Я не говорю, что XRP не надо было возвращать на бирже. Однако, по моему мнению, это было слегка безответственно и преждевременно. Но опять же, я был неправ. Они провели релистинг почти сразу. Нет, цена не подскочила до 10 тысяч долларов за день. Да, еще есть время купить монету. Итак, каков мой новый прогноз по XRP и Ripple? Мы уже знаем, что 98% времени я был прав. Ошибся только в одной вещи. Да, я звучу высокомерно, но что есть, то есть. Я признаю, что ошибся в одной вещи. Я считаю, что во всем остальном оказался прав. Если SEC выиграет эту апелляцию через несколько лет, то XRP как криптовалюта будет уничтожена. Также будут уничтожены другие цифровые валюты, которые SEC решит засудить по тому же поводу. Причина такая. Если XRP будет признана ценной бумагой, то у бирж ценных бумаг будут проблемы с ее размещением. Придется получать лицензии и другие документы. И если вы считаете, что это просто, и они это сделают, то у меня для вас новости. Посмотрите вот это видео. Я также оставляю ссылку в описании. В ролике говорится о том, что будет, если криптовалюту признают ценной бумагой. Если хотите узнать, что произойдет с вами, что произойдет с биржами, то смотрите. Итак, если XRP не признают ценной бумагой и Ripple выиграет это дело, то цена побьет свой рекорд $1 и достигнет $2. Там будет сопротивление. Цена немного снизится, а затем вновь достигнет $2, который в тот момент преодолеет. Цена достигнет нового исторического максимума. Я думаю, что она будет в районе $3.80. Если это получится во время бычьего рынка, должно, то пробитие отметки 3.80 должно дать XRP цену в районе $4-7. Может $10, но это слишком оптимистично. $4-7 это тот момент, когда стоит забирать прибыль с начальных вложений. Я не говорю уходить со всех рынков. Можете немного оставить. Я так делал и буду так делать. И это потрясающая прибыль в объеме x10, может даже 15 иксов.
Если вы называете меня медведем и говорите, что я хочу потопить XRP, то вы не правы. Вот еще один мой прогноз. Поймите, я не говорю, что так и будет. Я говорю о возможностях. И не уверен, что XRP удалят с бирж, если SEC подаст апелляцию. Не знаю, следует ли им ждать решения, чтобы это сделать. Я не знаю тонкостей, я не юрист. Я должен спросить юриста. Будем честны, вы тоже не знаете. Вы можете предполагать, строить догадки, но вы не знаете, что произойдет. Сколько раз вы были неправы? Все, что я говорю, будьте осторожны. Я не говорю вам не вкладываться в XRP. Я сам в него не вложился. Будьте осторожны и объективны. Есть 3 стороны монеты: орел, решка и ребро. Вам нужно стоять на ребре и видеть все 3 стороны, включая ту, на которой вы стоите. Так что нет, мы не увидим цену XRP в 10, 25 и 50 тысяч долларов в обозримом будущем. Если хотите знать почему, то посмотрите вот это видео. Оно крайне важно. Также посмотрите вот этот ролик, в котором говорится все о том, что будет, если криптовалюту признают ценной бумагой. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем видео. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.